Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 декабря. Давайте узнаем, каковы события в ближайшее время, чего ждать от второй декады последнего месяца уходящего года и в целом, что нам о вас и для вас расскажут карты. А я должна сказать, что этот период который требует нашего внимания, и будет не лишним приготовиться к контрастной информации, мои дорогие. И, к примеру, где-то в районе 12 декабря мы можем услышать нечто, что, ну, нас может как ставить на какую-то паузу или застревает какое-то дело. Нам может показаться, что что-то не может быть реализовано или осуществлено, или в целом любая информация, которая нас может обескуражить. Однако уже где-то в районе 21 декабря, мои дорогие, здесь может быть очень важная дата, когда подводится какой-то итог, или вы получаете какой-то документ, или вы слышите окончательную новость, да, то есть она может где-то быть с противоположным значением, нежели то, что приходило в районе 12, или может, знаете, как происходить какая-то ясность, вот элемент, пункт, момент истинной ясности. Поэтому будьте к этому тоже где-то готовы. И те процессы, которые были запущены ранее, они продолжат развиваться и продолжают, но несколько сами по себе. Мы просто этого не видим. Что-то для нас как за кадром. Поэтому вот такая разница в информации может быть. Ну и люди-то тоже могут говорить нам «да», а думать «возможно» или «может быть». Или наоборот нам сказать «я подумаю», а по сути своей они уже где-то в реальности готовы вам сказать «нет». Поэтому меняют свое мнение люди. И, кстати, вы тоже точно так же можете изменить мнение. То есть, ну, тут разные такие причины могут воздействовать. А почему, в принципе? Особенно вы где-то это чувствовать можете момент особо остро, потому что ретро-уран в Тельце, хоть вы и не Тельцы, но знак зодиака или знаки зодиака, вы к ним относитесь, стихия Земли. И в центре благополучия, это для всех людей, да, сейчас каждый занят немножко собой. Но вот именно ретро, как возврат какой-то прежней ситуации для всех знаков зодиака, стихии и Земли. И еще и воды, я должна сказать это, потому что может оказывать на вас влияние. К примеру, когда, может быть, в вашем окружении есть люди, которые тоже относятся к знакам зодиака, стихии земли и воды. И вот у них тоже какие-то метаморфозы происходят. И пусть это не вы инициировали, но пока там человек какой-то определится или у него решится какой-то вопрос, вы тоже можете быть задействованы в этих энергиях. Ну, одним словом, информационный какой-то поток контрастный нас ожидает. Ну, давайте мы с вами узнаем, что же для вас. И первая колода у нас 78 дверей открыты или закрытые двери. И потоковая информация, что вам важно знать, нужно услышать о вас или как-то к вам имеет отношение, а возможно и сферы жизни, в которых вам доведется принимать важные решения. И первую карту на Таро мы спросим так. Что желает войти в вашу жизнь, но вы пока не видите? Что продолжается как какой-то скрытый процесс или тема, но пока вы не можете где-то это просчитать? Что желает войти в вашу жизнь, но вы пока не видите? И на пороге каких событий вы стоите в итоге с 10 по 20 декабря? Что прояснится для вас с 10 по 20 декабря? И по основным сферам жизни. Любовь, личная жизнь. В целом взаимоотношения. Чего ждать? Что вас ждет по финансам? И что ждет? Это ваши достижения, важные встречи, какие-то планы, документы, у кого-то учеба, у кого-то работа. Первый знак судьбы, о чем нам желают сказать карты. Ну, конечно, король кубков– это наша семья, это наш дом, это наши близкие. Или, мои дорогие, какая-то любовь. Вот все же в этой колоде дверь открыта, да, но это дверь в грот. И наш могучий русал ждет, мои дорогие, вот какое-то ожидание такое. И причем
Ну, как-то мрачновато. Да и сам он такой какой-то посидевший показан на карте. Он все ждет и ждет, а тем не менее самый теплый предмет – это кубок, какие-то воспоминания. И, видимо, если мы не приступим к чему-то, может быть, это вы, у нас период такой, как я уже говорила, ретро-движение – это всегда какое-то дежавю, может быть, это конкретно личная история, которую вы бы хотели, чтобы она была продолжена, но сейчас она, по крайней мере, не продолжается. Хотя это могут быть связаны какие-то взаимоотношения, когда вы на расстоянии. Или в этой колоде нам говорят, что нужно действовать вот именно вам как-то и по части именно личной жизни. А мы можем так просидеть и прождать, что шаг первый сделает кто-то другой. Поэтому, ну, как будто вот есть какая-то тема для вас в личной жизни, которую вам нужно, ну, либо видоизменить, либо решить, либо вам на что-то решиться, хочется сказать и так. Или прояснить какую-то темную обстановку. Так ли уж то, что вы думаете, себе представляете, или на самом деле как-то дело обстоит иначе. Может быть, и как раз вот я говорила с учетом транзитов, то, что в районе где-то 12 декабря вы можете ощущать, как некоторая пауза или остановка, замедление, а уже к 21-му это будет какой-то другой сюжет или видоизмененный. Давайте откроем вторую карту. Но вообще карта праздника. Может быть, это само по себе предвосхищение или предвкушение какого-то праздника. Но оно и соответствует периоду, правда? Двери шкафа, тем не менее. Карта говорит именно о празднике, о приятных эмоциях, но отнюдь не о надежности. Но тем не менее, вот именно вот это вдохновение, хорошее настроение, где-то оптимизм, да, вот эти добрые эмоции, когда, ну, радость буквально какая-то на душе. Но ведь у нас трое примеряют костюмы. Может быть, это вы будете так примерять на себя, менять имидж, я имею в виду не костюм, а примерять на себя именно, как вы себя позиционируете в контактах с людьми, или как себя лучше подать, как правильно построить диалог, как вот этот праздник продолжить на более длительный период. Но люди могут меняться, я говорила до карт. И вот все то, что до карт было мною сказано, у вас как будто будет более чем актуально, мои дорогие. Это правда. Поэтому и самому-то, видимо, тоже придется как и решить, так и решиться. Но, может быть, вы продумываете, вы не хотите какую-то ошибку, кстати, совершить на эмоциях. Но, понимаете, но и застрять-то мы в этом мрачном гроте как будто не должны. А вот именно вдохновление нас побуждает на какую-то новую форму активности или позволяет нам жить, радоваться. Какие-то мелкие, может быть, незначительные радости. Они не делают нас сильными, да, но делают нашу жизнь намного более комфортной и эмоционально по-доброму окрашенной. Поэтому не будьте к себе строги, вот хочется мне добавить почему-то. Не все где-то хлебом единым и не все в воспоминаниях. Может быть, у кого-то из вас вот эти две карты будут банально говорить, что у вас была какая-то прежняя история, вот для кого-то, которая закончилась ничем или какое-то затянувшееся ожидание. И, может быть, именно вот в этот период нужно подумать о том, чтобы не грустить в празднике, да, как рождественские или, ну, рождественские каждой семьей, конечно, если мы говорим, да, 25-е. Приближается такая дата. Ну, или новогодние праздники где-то. Мы тоже ведь заранее готовимся, правда? Поэтому вот хорошее настроение, оно вас вдохновляет. Это будет для вас очень важно. Очень добрый такой символ. Но уйти нужно вот от этой тройки мечей. Посмотрите, любая тройка, мои дорогие, это карта будущего. И даже вот эта тройка мечей, кто-то спросит, это что же, я там буду сидеть на этом кресле? Нет, мои дорогие, карта будущего, но нам показывают вот именно определенный момент, что происходит сейчас. Да, поэтому вот я так подробно, почему для вас важны вот именно добрые эмоции, какой-то перенастрой себя на новый лад, когда лучше вдохновиться, нежели вот так остаться и заново какую-то прежнюю ситуацию обдумывать. Вы вряд ли что-то решите. Но
Тут даже надо решить, вот как я говорила, но в ключе-то в другом. Не в том, что мы анализируем или воспоминаем, как в воспоминаниях к чему-то возвращаемся. Тут нужно переложить на реальность, на какие-то новые контакты, на взаимодействие с новыми людьми. Да, понятно, что если у кого-то разочаровывающая история, значит, нужно быть аккуратным, потому что двери шкафа примеряют все костюмы хорошо, и вы примерьте на себя, ну, я так аллегорически говоря. Так вот, то, что вас прежде как сгусток боли, как что вас могло разрушить эмоционально, ведь это очень сильная эмоция, это как израненное сердце мы говорим. Ситуация давно закончилась, она вам, тем не менее, может о себе несколько напоминать, но сейчас уже время идти вперед. Время какие-то важные шаги, может быть, делать. Вполне вероятно, что все три карты будут означать, что вы ждете какую-то информацию. Ну, может быть, вы и сами какую-то активность, понятно, проявляете, но я могу предположить, есть что-то одно, существенное такое, о чем вы можете никому даже не говорить. Но для вас это как камень преткновения или заноза. Вам как будто себя надо преодолеть, мои дорогие. Вот я именно вижу в этих трех картах такую позицию. Давайте я достану еще одну, о чем нам говорят. Тройка мечей. Работай, у тебя все получится. И если, кстати, эта история с отношениями, то тогда и над отношениями нужно тоже как будто работать. Хотя, может быть, это у кого-то из вас вопрос, который касается не отношений, хоть и, да, тройка мечей, мы чаще как разбитое сердце, какой-то эмоциональный фон, травма, да, но, может быть, это точно такая же какая-то нелицеприятная ситуация, которая касается вашей работы, достижений, планов. Значит, может быть, мои дорогие, вам придется выстраивать с кем-то диалог, кого вы видеть не хотите, но для пользы дела это необходимо. Вы где-то себя, а вы можете, вы люди сильные, вы себя будете организовывать на какое-то конструктивное сотрудничество или диалоговую форму, и при этом себя как будто будете контролировать, чтобы диалог не превратился в монолог. Потому что, да, тут явно девы видят, сделали уже какие-то выводы и понимают, что идти вперед придется. И, может быть, даже произвести какие-то встречи, важные контакты даже с теми людьми, когда мы предельно внимательны. Мы понимаем, что это просто нужно. Вот нужно сделать и все. Хотя и ноги не идут, и глаза не смотрят, и вообще видеть мы этих людей не хотим. Но есть какая-то польза, вот понимаете? Или для вас в каком-то вопросе, или с конкретным человеком вы, несмотря на то, что вы уже чудес не ждете, вы знаете, что это в любой момент что-то может, как дежавю, повториться. Но вы видите какие-то свои перспективы, приоритеты, и все-таки словно договориться лучше, нежели вот как никуда ситуация не развивается, не идет, и она словно застряла. Вот то, что застряло, вы будете пытаться трансформировать, мои дорогие. Что такое король кубков? Это о чем? Опять ключи подбирать придется. Может быть, и к сердцу кого-то, а может быть, и к сердцу, как, знаете, прообраз вот этих дверей. Ну, не буквально дела сердечные, опять же, это дела, работа, бизнес, какие-то контакты, контракты, подписание документов. Но это контракты, может быть, и пересмотр брачного контракта. Почему нет? Потому что по жезлам здесь именно дела проходят, и откуда к нам приходят деньги. И вот здесь у нас опять же денежный вопрос. Может быть, это у кого-то даже, я допускаю, вопросы в суде. И вам уже понятно, что в суде, значит, уже есть разбирательство. А тем не менее, какое-то медиаторство возможно. Договориться возможно. Или как-то баланс найти тоже возможно. И ведь тогда для вас может закончиться праздником. У кого-то, вот смотрите, все то, что выпало. Если вы ищете новые формы контактов, сотрудничества, диалога как минимум, вы это найдете. В результате вы добьетесь чего-то. И это будет праздник для вас, мои дорогие. Что желает войти в вашу жизнь? Ух ты, как! Но вы пока не видите. Стабилизация, может быть, вопросов в вашей личной жизни, давайте так в целом скажем. Финансов, да, мы тоже говорили. Его, пусть даже это будет
где-то начинаться, ну, откуда к нам приходят деньги, да, или способы заработка. У кого-то работа на дому, кстати, такое может быть. Рост финансового благополучия – это, да, взаимопонимание. И конкретно для тех, кто пытается решить вопрос именно жилья, тут как будто жилье, финансы и взаимоотношения. Вот во всем, что олицетворяет знак Тельца, мои дорогие, тем более у нас ретро, да, движение, Уран в ретро-движении, вот здесь есть возможность переиграть, переиначить, как-то переделать, да, и остаться более чем довольным. Тут какие-то возможности, которые приносят вам такой, знаете, значимый эквивалент, но вы пока не видите. Может быть, опять же, связано с информацией, о которой я говорила еще до карт. На пороге каких событий вы стоите? Ух ты, еще одна восьмерка пентаклей. Работа у тебя все получится. А я хотела бы вам сказать, есть у меня такая поговорка. Однажды я услышала, как, ну, просто совет доброго, мудрого очень друга, человека, когда я тоже как на перепутье была, был какой-то раздрай такой, вот непонятно многое было, много позиций. И он мне просто сказал вот как-то: продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. У вас терпения должно хватить, мои дорогие, это точно. Вы знак зодиака, но тут сразу, опять же, воедино. Вот, наверное, из чего строится в конечном итоге. Вот эта десятка пентаклей, взаимосвязь точно есть. Но это уделение внимания какого-то пристального деталям, инструкциям, может быть, у кого-то конкретно подсчет математический, если вопрос касается именно финансов. И вам нужно где-то и сэкономить, правильно распределить, у вас 2 восьмерки. Потому что то, что мы сэкономили разумно, как 2 раза заработали, а у вас, наверное, 4 раза заработали. Ну, денежная тема, тем не менее, в центре вашего внимания. И даже денежные какие-то вопросы от правильного взаимодействия вы тоже решаете. Или пусть назовем это как пентакли, какие-то важные бумаги, документы. Да, ваши какие-то победы на горизонте, это правда. Что же прояснится? И снова тройка мечей. Вот посмотрите, какая дуальность. Восьмерка пентаклей, тройка мечей. Восьмерка пентаклей, тройка мечей. Все то, что я говорила до карт, и все то, что я уже сказала по первой позиции, я уже не повторяюсь, но это для вас очень актуально. Это как центр ваших интересов. То есть, конечно, мы все разные, но каждый из вас что-то задумал или есть какая-то своя тема, от которой вот как дороги не идут. Пока вот не решу, пока не восстановлю какой-то баланс, а дальше вот что-то не продолжается. У вас удастся это сделать. Вот какой-то ваш план. Корректировать и договариваться придется, это да. Но если что прояснится, это окончательное завершение. Пусть, может быть, вы бы и хотели, чтобы вот это прошлое, оно, по сути-то, ведь закончилось, карта будущего. И в этой колоде эта карта олицетворяет, прорисована очень так наглядно. Когда говоришь, что это карта будущего, по этой карте непонятно, хотя дверей закрытых нет. А здесь хоть у нас и закрытая дверь, но она стеклянная. Мы как будто заняты своим делом, вот и все. Мы знаем, зачем мы это делаем и ради чего. А вот эта карта нам уже, если мы о том, что прояснится, куда-то вы уже не попадете. Уже не будет возврата к прошлому. Вот этот непонятный топчан, смятая постель, исписанный дневник, разлитые чернила и вечный дождь за окном. Мрачная комната, когда ничего не меняется. Мои дорогие девы, вас в прошлом уже нет. Где-то о себе напоминать может эта ситуация очень болезненная. Но вы-то поставили 3 жирных точки. Вот это аффирмация в виде искусственного сердца, макет, да? И вот эти 3 пронзенных меча, сердца, да? 3 точки. Вот так дальше не будет. Поэтому вам и договариваться хочется сказать легче. Мы точно не хотим оказаться еще раз в какой-то прежней истории. И поэтому для вас это как место вашей силы, хоть и очень болезненное. Вас там нет. Поэтому дорога вперед.
Личная жизнь, любовь, взаимоотношения. Ух ты, победа, мои дорогие, карта победителя. Но не про любовь. Ну, тут про любовь, про семью, про встречи, то вот нам уже сказали, да? Для тех, кто в паре, или для тех, кто, ну, может быть, и есть какие-то у вас контакты, но еще отношения не оформлены. Я не могу сказать, что здесь вас ожидает за первым поворотом новое знакомство. Нет, мои дорогие, тут, скорее всего, какая-то прежняя история. Это правда. Ну, тогда это победа, когда мы можем договориться, к примеру, да? Или прояснить какие-то вопросы, решить для себя вопросы дома, вопросы жилья и дополнительного дохода, кстати. Потому что все же, опять же, жезлы, дела, работа, бизнес, откуда к нам приходят деньги. И, может быть, это работа на дому как дополнительный источник дохода. Да тут, в принципе, можно и договориться, мои дорогие. Но ваша победа есть. Это точно. Может быть, это как ваша личность. Вы собой не просто вот как праздник, а вы собой довольны. Ну, где-то как минимум 20-21 число вы уже видите плоды труда своего. Факт. Что ждет в финансах? Но нам сказали, что деньги есть, деньги будут, тут даже какое-то продолжение следует. Но карта тройка пентаклей– это сдача жизненного экзамена или банально, мои дорогие, какого-то экзамена. Я, конечно, допускаю, что, ну, мало ли, у кого-то пересдача экзамена. И некоторые университеты, учебные заведения для пересдачи, ну, требуют проплату. Если вы, допустим, не сдали один раз, два, может быть, вам придется где-то вложиться. Кто-то сдает на права, к примеру, и там тоже за очередную сдачу экзамена на водительские права тоже нужно платить. Хотя тут плюс-минус у кого, кто в какой стране находится, я, конечно, многого не знаю. Но ведь эта карта всегда новых знаний. Вот вам необходимо для того, чтобы не просто как бы мы имеем деньги, а вам нужно перестраивать свою личную, вашу систему финансов на как на новые рельсы. Что-то новое изучать или, может быть, осваивать какие-то технологии, осваивать ресурсы какие-то, может быть, вот вам придется. Или допустить, что сейчас, как перестраивается, это касается практически любой страны мира, структура сама по себе, финансовые системы и цифровые технологии перестраивают на новый лад. Может быть, вам в этом придется разбираться, да? Раньше или банально кто-то ходил и получал, ну, предположим, пенсию, ну, где-то именно как кэш вы получали на руки, или какие-то выплаты вы так получали, а теперь вам скажут, нет, а теперь мы будем это в видоизмененном виде. То есть это какие-то нужно освоить приложения, и вы тоже будете разбираться. Тут ведь мы все разные. И поверьте, масштабы наших желаний у каждого свои. Но деньги есть, деньги будут. Что по части ваших достижений, чего ждать? Вы можете столкнуться вот с таким харизматичным лидером, с которым хочется иметь контакты, или какая-то идея, вопрос, который может и вам где-то на ум прийти, может быть, и где-то совпадает ваше желание с другим человеком и его желаниями, да, как общая тема. Но примите во внимание, что тот, кто нас притягивает, за нас это делать не будет, потому что это лидер, это командир, или тот, который отдает приказы, как нужно делать. Да, делай так, не делай эдак. Но делать придется все равно самому. Поэтому карта говорит, с одной стороны, она прекрасна на то, что когда много контактов. Может быть, те планы других людей, или когда какой-то, ну, происходит общение, да, между людьми, и вы просто слышите информацию, и ваш собственный пазл как сложится, да, когда вы понимаете, вот какое-то звено не хватало, а тут вы понимаете, зачем теперь это было нужно. Но рассчитывайте сами на себя. Я не могу сказать, что именно по этой карте мы куда-то спешим. Нет. Сам по себе король жезлов, он, повторюсь, это команды. Может быть, и вы где-то, как работа ваша в команде, и ведь это статусная карта. Это как возрастание вашей роли в коллективе, например, да? Или когда вы делаете карьеру, когда вы не буквально до седьмого пота вкалываете, может быть, так оно и было, а теперь вас замечают и вам что-то новое предлагают, и теперь вы должны приготовиться
Ну, отдавать правильно какие-то распоряжения. Вот, кстати, я такое могу предположить, потому что здесь именно какая-то иная форма карьеры. Я это вижу. Хотя даже если и вам кто-то что-то обещает, если уж мы говорим на этот период с 10 по 20 декабря, я сказала до карт. Контрастная информация. И люди меняют свое мнение. Поэтому и перемены, кстати, тоже могут быть у кого-то из вас по вашим достижениям или карьере, которые будут зависеть от того, что кто-то изменил свое мнение. Может быть, даже банально у кого-то, я допускаю, на работе. Вы не знали, что какой-то человек уволится, предположим. Вам была интересна эта должность, но она вроде как была занята. А здесь вы узнаете через какое-то время, что эта возможность словно сама идет в руки. Вот поэтому будьте внимательны на всякий случай, правильно работать с информацией, иными словами, искать вот эти ключи. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Я благодарю вас за ваши добрые, душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Переходите на мой сайт, все ссылки в описании под видео. У меня есть статья «Коридор возможностей» на 2026 год, где я описываю не только планетарные транзиты, но и как конфигурация чисел. Я попыталась соединить одно и второе. Есть у меня разные статьи. И, кстати, Херон Вовне, символ израненного целителя, или то, что мы говорим как священная рана, или выход из повторяющегося сценария. Вот здесь есть какой-то повторяющийся сценарий. Тоже перейдите, прочитайте. Одним словом, переходите на мой сайт, читайте мои публикации, а я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.